эфире с тобой, дорогая. Угу. Сейчас опущу эту штучку. А, вот так вот пусть будет, да? Вот так. О, шикарно. Дорогие подписчики, всем здравствуйте. Сегодня будет такое серьезное видео, потому что мы будем говорить на тему, по каким причинам сюда переезжают женщины. Прошу прощения за наш такой фон задний, потому что сегодня везде ветра, и мы вот какое-то кафе нашли так, более-менее тихое, чтобы можно было поговорить. Как нас слышно, напишите. Да, потому что мы будем разговаривать на тему, кто переезжает в Египет в основном, какая категория женщин, с какими причинами. Вот, Галочка, тебе слово, дорогая. Знаете, вы привыкли нас видеть веселыми, хохотушками. Но вдруг мы решили поднять эту серьезную тему. Она актуальна. Здесь, я уже, наверное, говорила, я впервые приехала в Хургаду в 99 году. И говорила о том, что меня просто Хургада покорила. Наверное, потому что я очень любила Сочи, молодая. Я много раз была, 9 раз была в Сочи. И тут я тоже приезжаю среди зимы, пальмы, воздух необыкновенный. Самолеты почему-то летали только ночью. И вот эта атмосфера какая-то, вот зима, и ты вдруг вываливаешься из самолета в это лето. И я сразу полюбила Хургаду. И когда через 17 лет я решила, что я хочу жить где-то в другом месте, тоже по определенным обстоятельствам, конечно. Но эту тему я пока не готова касаться. Но я что хочу сказать. Сейчас вот перед эфиром говорила Вике, прокомментировала чужое видео. Оно мне показалось очень интересным. И кто-то пишет: обожаю Египет из-за того, что море, овощи, фрукты свежие всегда. И другая комментирует: фу, из-за фруктов типа, фу. Я говорю: а почему вы не увидели море, вечное лето? Многие очень вполне себе люди не бедные выбирают Египет из-за того, что море, солнце, правда, как на даче, с грядки овощи, фрукты круглый год. Вот сейчас у нас клубника будет с ноября почти по май. Вот неблагодать-то, я домой пишу и говорю: это у нас зимняя ягода, потому что зима у нас, как у вас лето. Вот видите, хотя вроде бы касаемся таких, решили касаться очень серьезных тем, а я все равно улыбаюсь. Потому что, все-таки, если человек, наверное, позитивный, он старается видеть хорошее. Наверное, вы со мной согласитесь. Да, какие у тебя примеры, кто больше едет в Египет? Я так думаю, в основном, буквально 3-4 категории, кто едет в Египет. Это первое, это, наверное, какие-то сложные жизненные обстоятельства, которые, просто уже всю душу изорвали дома. А здесь все-таки относительный покой. Скажу почему. Я это часто говорю. Дайте что-нибудь потеребить в руках. Шучу я. Смотрите. Одна просто огромный пласт женщин, которые прожили... это я просто из рассказов очень близких мне людей, которые прожили... в браке 30 лет, больше. И жизнь стала просто невыносимой. Потому что все начиналось с огромной любви. Мы сами, женщины,
я просто вот, я и себя тоже в эту категорию причисляю. Мы сами, многие, делаем из мужей абьюзеров. Мы их обожаем, мы их прям боготворим, особенно если есть за что. А если нет, то мы в розовых очках нарисуем все себе. Вот. И потом жизнь становится через 30 лет невыносимой, потому что он возомнил, что он и впрямь король. Это одна категория. Просто сбегают. Другая категория женщин, они и любви никогда не знали. От мужчины я имею в виду. И здесь они отрываются по полной. На них очень неприятно смотреть. И я сначала просто не понимала и не замечала таких людей. Но я не так давно столкнулась с такой женщиной, и у меня просто волосы дыбом встали. Естественно, я так думаю, как бы немножко позволительно касаться каких-то тем, потому что я же не называю имен. Но у нас публика... Еще не факт, что она себя узнает, она же себя такой не видит. Да, да. Ну, то есть вот, 60-летние с гаком ударяют по 20-летним. Для меня это просто волосы дыбом. Вот, еще одна категория. Еще хотят любви светлой, ты договори. Большой светлой любви хотят. Ну да. 60 и 20 это прям такая светлая, что через 5 дней спрашивают, говорят, сестра так заболела. Не могла бы ты дать на операцию $2000? Ага. И дурочки же находятся. Ну, да, да, Она же уже за 5 дней его безумно полюбила. Да, да. Потом другая категория – это спокойные пенсионеры, которые могут себе позволить здесь наслаждаться морем, солнцем круглый год. Знаете, правильно говорят, красота в глазах смотрящего, потому что если вот я не видела ни этих наших женщин влюбленных, потому что мне так повезло. С первым общением, которое было почти 9 лет назад, мне попали умные, интеллигентные женщины. Я думала, все сюда такие приехали, я вообще таких других не видела. Ну, у меня не было в моем круге общения таких, которых я разглядела потом лет через 6. Вот. Очень много таких вполне благополучных, именно, ну вот я даже про себя скажу, я всю жизнь в таком кипише прожила, боже мой. И это же с 82-го года свой бизнес. Когда меня поправляют, может быть, с 92-го, то я им говорю, нет, дорогие, просто раньше это был патент на индивидуальную трудовую деятельность. Это не было... ИП, там, ЧП, этого еще не было. Это у меня все тоже пройденные этапы. Я в таком кипише, мне, например, жизнь в расслабон, она мне доставляет огромное удовольствие. Сейчас только Виктория рассказывала, что вот у меня... Я люблю шить, но шью я очень люблю себе больше всего баловать себя любимую. Вот, но хорошим, приятным людям. Особенно я так люблю, когда меня уговаривают, ну, пожалуйста, ну, шей хоть одно. И приносят 5. 5? Ты знаешь таких, Викусь? Так я тоже, Ты таких знаешь? Это на тебя намек. На меня, да. Так вы что, вы покупали, не могли остановиться, точно. Ну, потому что ткани здесь реально просто глаза разбегаются. Когда со мной кто-то ходит, когда кто-нибудь просит меня пойти в магазин помочь ткани выбрать, я всегда их останавливаю. Возьми 2-3, давай сошьем, ты посмотришь. Нет, у них же глаза по тарелке, они же готовы все там подряд скупить. Но, Вот. Дорогие подписчики, можете задавать вопросы. Сегодня у нас галочка Мерлин Монро. И у нас такая тема, можете задавать вопросы на любую тему, но у нас сегодня тема, Да. какая категория женщин переезжает жить в Египет. Вот.
Я вот, допустим, знаю одну девушку, у нее умерла мама, она Да. сюда приехала жить. Да. Знаю двух женщин, у них поумирали сыновья, приехали сюда жить. Я тоже знаю. да. Вот, Да. у кого-то там на войне родственники погибли, причем многие, и люди сюда приехали просто, чтобы восстанавливать нервную систему, психику, я не знаю, как сказать. Но, наверное, тут главное это не вляпаться и не связаться с какими-то деструктивными людьми, которых тут много. Да. И среди наших сплетниц на пляже. И, в общем, всякие люди тут едут в туристический город. Поэтому, если вы уж сюда направляетесь, как бы действительно восстанавливаться, то берегите себя, правильно, Галь? Я вот хороших своих девушек, я их все равно называю девушками до конца жизни, девушек. А приятно. Да, я называю так и буду, потому что это состояние души. Да. Вот. Я их встретила аж на 6-й год жизни. Это как медаль за мое мужество и стойкость в Египте. Да. Хотя вот что я чувствую на данный момент. Я сегодня уже говорила Гале. Говорю, Галя, мне тут ничего больше не интересно. Только интересно вот море. И интересно то, что вы у меня все появились на 6-й год жизни тут. Вот. А так на самом деле у меня часто тут какая-то охватывает тоска. Ты можешь говорить, что такое. Часто начала друзьям звонить. Вот знаете, что просто в один прекрасный день вдруг мне приходит такая мысль, я ее, она как-то так, как ударом. Я говорю, боже мой, я русская, я уже говорила, я из города Пермь. И вдруг я ловлю себя на том, что все здесь, кого я люблю, с кем я дружу прям плотно-плотно. Ну вот одна только у меня москвичка, и все с Украины. Представляете? Они мои родненькие. Как я могу, допустим, что-нибудь говорить о войне? Все потери с этой стороны. Они для меня такая боль. Неважно, кто, как, где погиб, кто кого убил. Это ведь не мы организовали эту войну. Я могу вам рассказать интересную такую историю, произошедшую в самом начале войны. Но первое, наверное, я должна вот это сказать. Люди откуда-то на пляже за 2 дня до войны стали говорить, что начнется война. Но поскольку я вен, да еще тигр, да еще единица по нумерологии, я же сплошной взрыв термоядерный. Я говорю, вы что такое говорите? Как вы это можете говорить? Русские нападут на Украину. Вы вообще отдаете отчет, что вы говорите? И когда это случилось, я, наверное, молчала сутки. Я не могла это переварить. И сейчас я с одинаковой болью переживаю потерю ребенка одной моей близкой подруги со стороны россиян. И я вот благодаря каналу Виктории у меня пополнился круг очень приятных людей, друзей. Я бы даже как бы не побоялась этого слова. Одна, я не спросила ее разрешения, но я не называю, кто это. Но одна моя очень близкая приятельница мне рассказала, что у нее в Украине погибли все. И сюда она приехала просто хоть как-то восстановиться, потому что она от такого стресса, у нее дом, она лишилась и дома, и родных. У нее нет ничего, чтобы ее связывало. И здесь она такую сильнейшую реабилитацию проходит с докторами,
с массажистами, потому что у человека элементарно все отниматься начало. И как я могу, хотя мы давно с Викторией решили, что мы про политику совсем не говорим. Ну простите, что я, наверное, как бы позволила себе эту тему. Я просто о том, что в любом случае мы остаемся людьми, и неважно, откуда ты, кто ты. Мы просто люди, которые близко к сердцу принимают горе чужого, другого человека, не чужого, неправильно, другого человека. Вот издержки прямого эфира. Но ничего. Понятно, что есть люди близкие и более чужие. Это ж Да. как бы... Вот это тоже одна из причин, почему переезжают в Египет. И подписчики, вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Мы еще вот полчасика будем, надеюсь. Так что задавайте вопросы. Все молчат. 19 человек, все молчат. Это много. Дневного эфира это очень много. Вот. Кто не успел посмотреть, это, конечно, будет в записи, но оно будет аж завтра. Поэтому вы сможете пересмотреть, кто опоздал. Вот. Же много женщин сейчас приезжают сюда, нам пишут, мы им помогаем с переездом, и они так сначала, знаешь, их там заселяют где-то подешевле, там Шератон, вот так вот. И они так сначала смотрят на это все, а потом неделя, 2, 3, и они говорят: боже, я так ожила от нашей страны, ожила, от вот этого всего какого-то, говорит, мне так тут легко и хорошо, Да. На море ходим, у нас там есть забор, где мы лазим, да, потайная дверь, вот. Кстати, этот забор, то дверь откроют, то опять все заварят, потом кто-то выломает, потом это просто эпопея целая с этим забором. Да, там целая война у нас идет. Война светлого и черного, правда? Вот. Светлые силы побеждают, потому что если закрывают, кто-то берет бензопилу или как? Не знаю, не пилу, знаю. Какую-то пилу. Маникюрную пилочку Всё, и да. усердно И отпиливают. спиливают полностью забор. Такую дырку делают, что, наверное, мы вдвоем влезем. Вот, задавайте какие-то вопросы, дорогие подписчики, задавайте. Конечно, причины переезда. Любви у всех все возрасты свои. покорны. Нормально. Мужчине 60, женщине 20. Нормально мужчине 60, ненормально женщине. Не, ну ты... Я тут интервью же брала у мальчика 23 года. И я потом поехала там за документами, он со мной говорит, я с тобой. Я говорю, ну давай. А он говорит, Виктория, говорит, а ты что, так всех знаешь? Я говорю, ну не всех, но знаю людей. Ой, говорит, это плохо. Это представь, ему 23, а Да, мне это да. в сыновья годится. Да. Я думаю, надо же, это я взяла интервью, он мне дал интервью, а теперь он устанавливает какой-то, контроль такой. И говорит, это не очень хорошо, ты слишком добрая. Я думаю, ой, мальчик, не лезь, куда не надо, не лезь. Вот, это к тому, что у них это как-то так, вот, мы будем с ним арабский, может, преподавать вам, посмотрим. Если он не будет границу переходить, то я его как схвачу за руку и придется откусить эту руку. Вот, ну, к чему, что это вот у них как-то так есть. Я говорю, а сколько, вот 23 тебе, а сколько ты хочешь женщину? Он говорит, ну, можно 45-50. Я говорю, так а что тебе женщина 50 уже, ну? Он говорит, не, это хорошо. Ну, то есть они всех любят. Всех любят. Задавайте вопросы, дорогие подписчики. Не, еще чуть-чуть. Ой, не надоедай, пожалуйста, еще 15 minutes. Анхалас. У них такая привычка, куда я не появлюсь, они, вот видела, тут убирали? Ну, вот, это вот замечай, когда мы будем с тобой садиться в кафе, наблюдай просто. Они долго спят. Так я когда не приду, это начинается. Мы с Ирой в разное время приходим и начинает то стекла начинают мыть, то все.
Так, задавайте какие-то вопросы, мои дорогие подписчики, задавайте. Конечно, если вот эту тему затронуть, то теперь уже очень много говорится о том, что грядет матриархат. Ну, держитесь, мужчины, потому что вы сами воспитали сильных женщин, и вряд ли это вам будет потом нравиться. Матриархат грядет, да? Ну, потому что мужчины становятся инфантильными, и зачастую по вине женщин. Тут мне вопрос задали, почему женщины едут знакомиться в Египет, а не с нашими мужчинами. Ну, наверное, вот посмотрите, давайте так будем рассуждать. Ну, допустим, юг России. Грузины, армяне, Азербайджан, дагестанцы. Мы же привыкли к тому, что они более горячие мужчины, правильно? Да. Может быть, я, конечно, трогаю тему, которую я не очень хорошо знаю, это точно. Но, тем не менее, это же общепринято. Ну, так а здесь же и вообще Африка, понимаете? Они просто более горячие. Если женщина недополучала в жизнь, всю свою жизнь, ну, вот я просто разговаривала с одной женщиной, и мне потом даже немножко как-то неловко стало за свои вопросы. Знаете почему? Ну, потому что я была счастлива в браке. И я прям боготворила своего мужа, но его было за что? Он был достойнейший, просто достойнейший. Его должность приравнивалась к вице-мэру города. Ну, чтобы вы понимали. И поэтому, конечно, я мало того, что я от него много внимания получала, то я и, ну, только потому, что я рядом с ним, я много внимания вообще получала, и от мужчины вообще. Поэтому, конечно, сказать, что я ничего в жизни не видела, я не из этой категории. А если женщина так прожила, что ее били, унижали, она, наверное, все-таки говорит, что что мне осталось 3 понедельника? Я хочу наконец-то получить какое-то обожание, внимание. Обожание, внимание. Конечно, Ну, да, ну да. так ведь? Да, Если да. она этого не видела в жизни. Да. Дорогие подписчики, это, знаешь, это, скорее всего, те люди, которые твои поклонники, они работают. И они как вечером увидят, что была галочка, не вечером, а завтра, что они не смогли прийти на прямой эфир. Они скажут: о, нет, ну вы знаете что? Мы что сделаем? Мы будем периодически выходить. Вот даже на море можно сесть там, когда будет тепло. Ну, может, надо или субботу, или воскресенье? Можно, точно. Можно по субботам или воскресеньям, Да. правда? Тогда же все равно посвободнее. Точно, Галя, ты права. И мы будем раз в неделю, там, допустим, один раз, допустим, сидим в кафе, а другой раз сидим на море. И вы сможете так легко просто с нами пообщаться, правда? А может даже, знаешь как, мы будем, ну это если им интересно, конечно, можно, допустим, там дегустировать еду в одном кафе. Или я буду договариваться, ну, меня там кафе приглашают много, и просто я еще не везде дошла. И получается, таким образом будем показывать новые места, где вкусно кушать. И, в общем, ну, беседовать с подписчиками. И таким образом показывать, что было интересно. Напишите нам, суббота или воскресенье. Почему для Гали ненормально, если женщине 60, а мужчине 20? Это лично мнение Галины, у других свое мнение ко всему. Я скажу вам. Да, скажи. Вот 60 и 20, ну это реально ненормально. Ну если, допустим, женщине 60, а мужчине ну хотя бы 40, девочки, он же ей даже не сын, он внук. Просто это же моральный аспект до какой-то степени, Да, правильно? да. Но это каждый что себе допускает. Почему? Это каждый решает сам. Я не могу ни за кого решить. И чтобы вы понимали, я не осуждаю. Но для меня это неприемлемо. Неприемлемо.
исключительно по моральным своим Не, устоям. ну вот, лично я думаю, ну это получается хорошо, женщина влюблена в это состояние молодости, да. а он вот смотрит на нее и думает, боже, Старая ты дура. сколько еще дней ты будешь тут и как долго мне работать Да, еще, что ты уже свалила. Но, а что может думать молодой человек, если это самое? Ну, я не знаю, ну, правильно же, да? Ой, девочки. Ну, я не права, Галь. Ну, так, ну, я скажу вам, я один раз наблюдала такую историю. К нам прилетали кто-то гости, ну, не кто-то из нашего города приезжала девушка, которая у меня работала, и мы встречали с одним, я даже не знаю, как ее назвать. Подруга, она очень молодая, она просто частичка меня, дорогой мне человек, Инна моя. Я ее сюда привезла в отпуск, она благополучно потом через год вышла здесь замуж, и уже здесь 16 лет. Да. И как? Нет, 18 нынче будет, 18, да? И как? да. У них хорошая семья, Хорошая, очень да? хорошая семья, да. Вот, но это работа двоих. Но она тут работает в этом направлении очень хорошо. Да. Она молодец. Она семью, она ее сделала, какая она должна быть, правильная семья. Ну и вот, и мы, значит, встречаем. Прилетает один самолет, значит, провожающие. Мы видим провожающих. Вот, и потом... И она поздоровалась, по-моему, с одним египтянином, парнем, ну так, может, лет 30. И потом он не уходит. Я говорю, а что он не уходит-то? А мы встречать самолет приехали. Ну, я так понимаю, что это один и тот же самолет. Вот они уже пошли на регистрацию, а тот самолет выгрузит тех, кого мы встречаем, а этих загрузит и полетит. Ну, это я так, предположение. И вот, значит, я говорю, а что он не уходит-то? Она говорит, сейчас посмеетесь. Думаю, я еще не понимаю, я еще первый год, наверное, жила. И вдруг он с этого самолета встречает другую девушку, такой же счастливой, довольной. Одну проводил, другую встретил. Поэтому в курортном городе все немножко, как это сказать... Искаженно. Искаженно, и здесь другие понятия, здесь концентрация вот таких людей. Они со всей страны сюда понаехали, египтяне, которым это нравится. И это не говорит о том, что в Египте все такие, избави Господи. Очень много умных, серьезных людей. У меня примеров тысячи. Да. Так я и браки удачные. Я уже об этом говорила. Да, и удачные браки. Да. Вот. Вот я вот, если хотите, разверните шире эту тему 60 и 20. Ну, а вы сами считаете это нормальным? Вот Екатерина вопрос. Правильно, что женщины отрываются? Правильно. Не, это вообще-то, ну да, это как бы каждый выбирает. Но на это со стороны смотреть больно даже. Ну, я не знаю, ну, как сказать, ну... Я задам вам вопрос, пожалуйста, если можно, ответьте. Вы живете в Египте, вы знаете вот эту жизнь? Это не очень правильно. Правильно, вот я уже вам объяснила, почему это может быть правильно, скажу. Когда женщина реально жила униженная, окруженная там 5 детьми, когда она жизнь уже прошла, уже 7-й десяток, она ничего не видела. Возможно, правильно. Но вы как-то поищите не 20-летнего хотя бы. Ну, хотя бы. Ну, это дело каждого. Я вам говорю, я никому не судья, избави Боже. Никому не судья. Каждый живет, как он считает нужным. И как прошла жизнь, это тоже важно. Тоже важно. Задавайте вопросы. Сколько ты лет тут, Галюнь? Ну, вот будет 9 скоро лет, я здесь, да. А то есть ты на лето собираешься туда, да?
Мне надо, потому что у меня есть работающий в России магазин. И без меня он, к сожалению, в этом году практически не работает. Потому что... Галюня, Галочка еще бывшая бизнес-леди, как вы думаете? Ну, у меня жизнь прошла и интересно, но никогда не было, чтобы я не работала, на чьей-то шее сидела. Я в месяц зарабатывала годовую зарплату мужа в месяц. Но в 8, без 15:08 он уходил на работу, и я в 8 уже начинала свою работу, и он уже возвращался с работы, а я еще весь вечер была занята работой. Потому что собственный бизнес, кто его ведет, тот знает. Я в общей сложности открывала 28 магазинов. Одновременно работали 17, то есть какие-то места оказывались не очень удобными. Тебе написали, массаж ведь может делать 20-летний массажист, поэтому женщины их и воспринимают соответствующим образом. Не, это понятно. Но когда, знаете, какая связь между массажем и... Да. Когда, допустим, ты видишь европейку 130 килограмм, и она вот еще одета как гусеница. И так одета, что даже страшно смотреть нам. А тут еще молодой ее мальчик ведет, но это просто... Сколько угодно таких картин. Причем мальчик идет так. У него вот так козырек от бейсболки, очки, и он вот так в телефоне, чтобы его никто из Баби Божией не узнал. Я такие картинки, я даже фотографировала и своим посылала. Потому что немки особенно, это ужас. Но опять же, мы тех тем касаемся, наверное, нельзя. Ну, не будем. Это ужасно, конечно, но дело каждого. Это же мы на самом деле, понимаешь, мы же на самом деле воспитываем наших женщин, а не предъявляем кому-то это, потому что... Послушайте, а какая связь между массажем? Да. Правда, у меня массажистские женщины, причем очень хорошие, прекрасные, но какая связь между 20-летним массажистом? Вы пришли получить здоровье. Причем тут это? Причем тут секс с ребенком? Слушай, мы сейчас переключимся на любовь, потому что давай, вот ты представляешь, недавно я познакомилась с женщиной, она с Украины, она и ее муж, ну вот сейчас они вместе, он 18 лет был один. 18 лет. У него такие глаза чистые. Вот вы кто-нибудь, вот представьте, можете так долго ждать своего человека? Вот я могу. Я уже вот несколько лет без отношений. Я могу. Я очень хочу встретить своего мужчину, чтобы он был похож на папу. Продолжай. Тема трудная. Вот, поэтому к чему это? Что вот, ну, это, может, мы такие с Галей попались нравственные, что вот для меня очень важны душевные отношения, что вот, ну, была связь не так вот, ты работай, а я тебе буду платить, а ты меня люби. Нет, чтобы это было так, по-настоящему. Мы же привыкли по-нашему, что в нашем менталитете. Да. Мы лично я только понимаю взаимную любовь. Да. Только взаимную. Если мужчина для меня хочет только получить с меня, неважно чем, интимной близостью или там, как здесь уже зачастую принято, деньгами. Твоя Лидия математика. Солнце мое. Наконец-то мы встретились. Вот душа моя, мы так понимаем друг друга. Да. Не, знаете, что больше всего мне нравится у вас? Лидия Морозова, да, математика. Мне больше всего нравится, что вы помните каждую из моих женщин, кто она по гороскопу. Да. Галочка Овен, я близнецы. Да. Есть еще у нас Скорпион Глафира, потом Вида есть, я уже не помню, кто она. По-моему, этот январь, как его? Козерог? Козерог, да. И вот получается, что, ну, вот она всех помнит, понимаешь? Понимаешь как? Вот я же по ту сторону экрана
А я ее чувствую, вот понимаешь, ты Видно, просто козерог, читаешь. да. Тигрица и лошадь. Это кто тигрица и лошадь? Ты в год тигра родилась? Я в год тигра, да. А я лошадь. Представляешь, у нее все записано. Вот опять от Гали, какая должна быть правильная семья. Мое мнение, у каждого человека свое представление. И нет, так мы же делимся своим видением мира. Мы вам не навязываем, вы же нам пишете, а мы же с вами беседуем. Если бы вы сидели здесь, пили бы чай, вы бы нам говорили, а так вот вы пишете, а мы вам отвечаем, что у нас немножко другое видение отношений. Нет, ну и я еще обязана просто сказать, нет правил без исключений. Нет правил. Поэтому все в жизни может быть. Если двоим хорошо, и это искренне, мы-то говорим о том, что нам приходится тут здесь-то видеть. мальчишки-то, о какой искренности-то речь идет? Да, да. Абсолютно ни о какой искренности нет речи. Здесь в тебе только видят кошелек, использование тебя и все. И все. Да. Поэтому... Что ты хочешь? Да убирай. Хорошо, работай, убирай. Clean, please. 2 часа дня они начинают убирать. 10 минут и все. Выгоняют нас. 15 minutes, все. Мистер, please. It's like advertising. Так, благодарим вас за интервью. Красивые, уважаемые дамы. Успехов вам. Галина Ковальчук, Украина, Одесса. Алиса, я тоже из Перми. Всем привет. Пермякам соленым ушам. Да. Связь прямая – это внутренний массаж. Мальчик ведь сам навязался тете постарше. Это внутренний массаж. Какие же они вредные. Ага, кто-то вредный. Привет, девочки. Рейхан Абишева какая-то. Рейхан. Я была много раз в Египте, видела веселых бабулек, пьяных, но довольных. Мне смешно было на них смотреть, но глядя на скучных с недовольными лицами тетушек, лучше уж так. Ой, надо же вот. Какая жалость, нас просят освободить помещение. Только диалог начался. Не, 15 минут я не встану, 15 минут еще наши. Поэтому, дорогие... Нет, так они начинают убирать, мы пришли в час дня, Галь, скажи. Да. Вам что? Так потому что они не спят долго, тусуются до полночи и спят до полудня. Когда пусть ночью убирают, когда все уходят. Галочка из Перми очень много в Хургаде, пишет математика. Да. У меня бабушка была математика. Ага. Это их арабский менталитет. Убирайте это сам. Ну давай, убирай. Иди туда, вон, иди. Давай, иди убирай, иди. Проходи, давай, убирай. Так, нас увидишь. Давай Нас старт. видно. Видно. О. Ну, читай, где наши там девочки, я без очков не увижу. Тетки оторвутся по полной, потом с мужчинами ближе к своему возрасту уже общаются. Надоедает 20-летний. Но это как Еще бы, ребенок. еще бы, Это вот еще мне лично интереснее с Маркусом общаться. В кафе ходить, куда-то кино смотреть. Вот мне с моим сыном интересно общаться. Но я вот не знаю, что за... Это же как получается какой-то усыновленный ребенок рядышком с тобой. Что у него, денег нету, ничего не это самое, тупенький еще, ну вот что? Он будет только вот как бы делать вот эти, что-то... Внутренний массаж и будет какие-то выдумывать, какие-то, знаешь, это я зашла в море один раз, где-то несколько месяцев назад было, когда еще, вот. И молодой человек говорит, подплыл сразу же, товарищ тут местный, и говорит: девушка, вы откуда? Я говорю, с Украины. Говорит, я ненавижу русских. Сразу подстройка. Я говорю, да, а я нет, я так не отношусь. Я делю людей на сознательных и не очень сознательных. И он так на меня посмотрел, так резко отвернулся и уплыл.
Он понял, что со мной нужно беседовать на какие-то серьезные темы. А если бы я сказала, ой, и я ненавижу, уже пошел бы разговор. Уже диалог, Понимаешь, да? А так диалог не состоялся, он думает, не, я на нее потрачу много ресурсов. Это зачем? Я пойду других вылавливать. В море. Представляешь? Вот, то есть мы просто вам сказали свою позицию, а все, что существует в мире, оно имеет место существовать. Просто когда ты это тут видишь, ну вот я же вот вставлю, одно дело какая-то женщина ухожая, приятная, бог с ним, ну, но идет просто, знаешь, какой-то холодильник, вот перемотанный шнуром. Господи, прости меня за мой язык, но это факт. Это ж еще надо сексом заниматься. Галя, останови меня, пожалуйста. Галя, тормоза. А, пишет нам, закажите еще кофе. Не нужно никого воспитывать, у каждого просто свое мнение. Так нет, а мы не пытаемся воспитывать, просто с мы вами- тоже говорим свое мнение. Свою не более. травмированность. Это уже не мнение, это уже травматизация. Они Нет, не мы имеют права никого вас не выгонять. Ну, да, вот именно. Девочки, вы прекрасны. Серж, Спасибо. Спасибо. пусть убираются фоном. Вот, мы уже Да, убираются. мы не фоном. против. Они нас не сдвинут, я не встану. Не нужно никого воспитывать. Закажите еще кофе. Виктория, а ваша тезка, очень интересно все видео с вами. Вика, что, спасибо. А, ваша тезка, моя тезка, да, Виктория, приятно. Очень интересно все видео с вами. Спасибо, приглашайте египтян, мужчин. Очень интересно. Это мне нужно иметь настроение, чтобы их приглашать. Вот, это нужно иметь, мне намного больше нравится вот так вот, ну, по сути, если бы я буду делать это, ладно, если я приглашу какого-то доктора, какого-то такого человека, ученого, доктора, это будет видео. да. Или там вот адвокат давал Да, мне интервью, да. сейчас там перевод делают. Вот, скоро будет интервью адвоката. Это действительно интересно слушать. А если вот так вот просто, это все одинаковое будет, правда? Нельзя, допустим, однозначно говорить, вот египтяне все тупые или еще что-то, потому что я всегда на это как говорю. Но извините, кто-то здесь построил не то что отель, сети отелей, яхты имеет свои, бизнес интересный. Не все тупые, а у нас что? В любой стране и тупых, и всяких хватает. Смотри, как написали. А почему вы так написали? Да, Виктория, это нормально. Да, психика выбирает мужчину, как папа был. Как папа был. Как папа был. Да, я согласна с вами. Потому что ты, простите, я нехорошо сейчас скажу, не цивильно, но я сыну своему говорю, вот когда мы удивляемся, что он что-то делает, как я говорю, да ты не понимаешь, ты же какашечка моя. Да. Поэтому папа или там мама и ребенок это твоя часть, это твои клеточки. Потому и выбираем как Да, папу. это нормально для психики. Особенно выбирать мужчину папа, как если папа. хороший. Да. Вот Если я прям, папа я прям хороший. когда смотрю на мужчин с бородой, знаешь, ну прям. Ну-ка, солнце. Жить нужно в кайф. Вы такие позитивные, Вика. Смотрю, тебя всегда восхищаюсь твоим позитивом и твоим отношением ко всему. Сергей, сколько вам лет? Можно узнать? Я так люблю, когда мужчины пишут. А если у вас еще борода есть, то я могу вообще влюбиться. Возьмите интервью с моим мужем, египтянин. Может, будет Да, с интересно. удовольствием. Каусер. Он на русском говорит. Может, ты будешь брать интервью? Давай? Давай? Ну, Мы решим. Давайте, договаривайтесь. Сергей, сколько вам лет? Как мой египтянин с бородой. Не, я хочу мужчину только моего менталитета, я поняла это. То есть я хочу разговаривать с мужчиной на своем языке, и фильмы смотреть вместе, и шутить вместе, и для меня это важно. 38, но я женат, сидим с женой, сейчас смотрим вас. Ну, передавайте привет жене, вашей семье. Обожаю, когда мужчины мне пишут, серьезно. На английском я не буду переводить, на английском, скорее всего. Может, ну, я не знаю. Вот мне, допустим, с арабского не удалось перевести. Давай, мети. Ну, мы не встанем, ну, обметай. Давай, выметай. Так, мы еще есть в эфире? Есть.
52 минуты. Ваши умницы, удачи, ваши видео, умницы, удачи, здоровья, благодарю, город Алматы. Город Классно. Алматы. 30 человек уже, видишь, только подошли. Что ты там? Заметай, заметай. Ну как сможешь, заметай. Тамам. Заметай, заметай. Выходи давай, отсюда будешь мести. Так там ничего нет. Вот такие вот дела. Задавайте еще вопросики, дорогие подписчики. Он пошел, наверное, его звать. Или пошел, наверное, за этим, чтобы сгребсти мусор. Наверное, нам сейчас придется ругаться или что? Так уже 52 минуты, скоро, Да, скоро уже у закончим. нас прав не будет ругаться. Какой некультурный египтянин. Молчите на эту тему просто. Они получат удовольствие, когда нас выгонят отсюда. Или я не права? Ты думаешь, они способны на эмоции, которые вот метут? А, да? Что, совсем не способны? Нет, только Что, права, Заводские. права. заводские настройки. Не-не-не, только вот сейчас они работают. будут нас выгонять, вот увидишь. Сейчас он пошел, наверное, этого звать. Они получат удовольствие, когда нас выгонят. Вот реально удовольствие. Нет, Ну, так мы и больше не придем сюда. ну да, больше не. Нас очень многие хотят видеть. Сейчас уйдем и не заплатим. Виктория. Боже, так стрёмно, сюда люди приходят только вечером. И вот им обязательно вот это ходить. Дорогие друзья, простите, что мы так переключились на другую тему. Уборщик хочет чаевые, да? Ну, вряд ли он получит. У меня только с собой большие деньги, там кто-то наверху есть. Я жила в Хургаде, они такие, о, это вы жили в Хургаде, математика Лидия? Ты помнишь Лидию математику? Здравствуйте. Ну-ну. Это мой лучший друг. Сейчас я чуть-чуть так поверну, чуть-чуть, каплюсеньку. Вот так вот. О. Галя, а ну смотри, как мы сейчас. Конечно, есть прям незабываемые люди у Вики на канале. Лидочка просто с первых самых видео мою душу задела. Во-первых, откровением, во-вторых, Смотри, такой человек. Вот я тебе рекламу глубокий, я бы сделаю. сказала. Как кафе называется? Ну, здесь кафе, which name? Это Миш-Миш? Yes. Замечательно, молодцы. بس I am clean يعني работа, يعني just dust. You want to see? посмотри. Ты что, видишь клиентов? Нет реги, нет работа, нет работа. Да потому- Так а где люди? Никого нету. قلتي 1 hour it's okay. 1 hour it's okay. Так людей нету, и там у тебя тоже нету людей. ماشي ممكن там here. بس أنا am работа, I am clean. I want работа. Да подожди, все равно людей нету. Там же у тебя нету людей. 1 hour finish. 15 minutes finish. Все, хорошо. يلا يا توماس هذه الجروف. Они бешеные. Кафе Миш-Миш. Миш-Миша. И, Закругляйся. и тут людей нет, и там людей нет. Но им надо, понимаешь, им надо вот этот момент, понимаешь, вот им надо. Ну как, они сейчас себя будут чувствовать победителями, понимаешь? Ну, типа, вау, вот они победили. Ну это ладно, не буду глубоко копаться. В любом случае, час мы уже с вами проговорили. Галочка, покажите свой наряд. Мы наряды будем показывать. Ну, покажи. Ну, ладно. Вот встать, покрутись. Так, девочки мои, я сегодня в длинном платье. Мои хорошие. Вика, с тобой на стрим надо брать мужчину, чтобы заступался за таких дам. Какого мужчину? Какого мужчину? Я что тут... При таком изобилии мужчин, вот мы двое без мужчин. Ну, не только При двое, таком конечно. изобилии мужчин у нас нет мужчины, потому что их тут очень мало. Нормально. Он, видишь, как поступает? Сейчас. Сейчас он нас совсем выгонит. I make table here, another finish here, table this, okay? Какой? Хорошо. Ой. Галя, идем. Так, Викуся, когда час уже прошел, может быть, ну, Да, закругляемся, да? сражаться с ними. Просто мы больше сюда никогда не придем. Не, даже.
Но надо уважать чужой труд, что тут пишут. Будем. Мы уважаем просто, а они почему не уважают? Мы пришли, заказали на свои денежки, рекламу какую-никакую для кафе сделаем. Вот, Уже видимо, точно плохую. сделали. Видимо, плохую сделаем им рекламу. Ну в смысле, что Да. все же увидят, что Слушай, они нас ну, выгоняют. может, мы уже будем закругляться, да? Давай, да, Да? потому что они не успокоятся. Дорогие подписчики, но тогда, что ж, мы с Галочкой выйдем в прямой эфир. Давай в субботу, либо в воскресенье. Давай. Все. Все. Видео это загружу, завтра оно будет в прямом эфире. Вот, так что, Я всем отвечу. да, всех благ вам, наши дорогие. Спасибо, что вы с нами. Вот так. Всё.